Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. В прошлом видео я показывала, как вышить вот такую заготовку. Я ссылочку оставлю в описании. И я вот сделала еще одну квадратную заготовку в таком же стиле, такого же цвета. Я сегодня собираюсь сшить джинсовую сумку. Если не хотите или не умеете вышивать, можно взять просто нарядные кусочки ткани. Я хочу сумку сделать, чтобы она была дамская. С другой стороны, она должна быть мне вместительная, потому что я хочу, чтобы она была и в дорогу тоже, чтобы взять там на 2-3 дня необходимые вещи и при этом не брать с собой несколько сумок, а обойтись одной. Сшиваю между собой заготовки, которые, как резать джинсы, я уж не буду показывать. Все, наверное, это даже ребенок из детского сада сможет. Сшиваю между собой. Вот эта квадратная часть у меня будет карманом. Я для нее сшила из двух разных кусочков ткани подкладку. Ну, не хотелось лишнюю ткань резать, нашла два кусочка подходящих. Для обработки верхнего края кармана я взяла кусочек распоротого ремня от джинсов, пояса. Хочу, чтобы вот такой вид получился. Что мне для этого надо? Я вот так вот складываю лицом к лицу с подкладкой кармана. Прошиваю вот по этой линии. И после этого заворачиваю так, чтобы у меня еще и удлинился карман. Видите, я там серединку отметила. И вот так вот складываю так, чтобы за счет этого пояса чуть-чуть выше получится кармашек. И прошиваю. Прошиваю такими же нитками, как и джинсы прошит. Ну, постаралась подобрать примерно хотя бы такого цвета. Не прям вот один в один совпадает, но это уже незаметно. Все, и вшиваю этот карман в одной из деталей части сумки. Я так примеряю, чтобы у меня вот край не совпадал со швом, который в середине. Видите, сдвигаю пониже и вот здесь вот уже буду прошивать. Не хочется, чтобы швы совпадали там. Все, прострочила, складываю и вот так вот одну к другой детали уже потом буду пришивать. Перед этим, конечно же, девочки, все детали я скалываю всегда, когда у меня больше 25 сантиметров детали, я скалываю булавками. Даже если я этого не показываю, я все равно обязательно скалываю, чтобы прошить поаккуратнее. Все делаю то же самое, прошила, прогладила. Ну или, как многие любят, если кого-то коробит, прогладила, то проутюжила. Все, у меня передняя часть готова, задняя часть тоже готова. Я не стала показывать, просто пришила отпоротые карманы к заготовке, сшитой из кусочков джинсов. И вот подкладка у меня. Подкладка у меня уже я сделала кармашек на молнии. У меня есть отдельное видео на эту тему. Я тоже ссылочку оставлю в описании. Здесь не буду останавливаться. Посмотрите, у меня джинсовая часть вот без этого низа, которая будет дно. Поэтому я выкроила отдельную полоску 7 сантиметров шириной и буду ее на расстоянии 5,5 сантиметров от каждого края пришивать и на передней, и на задней стороне. Я не нашла просто такого большого длинного куска джинсов, с которого можно выкроить, поэтому делаю вот так вот из кусочков. Здесь у меня тоже получается 5,5 сантиметров, то есть от края 5,5, уголок 5,5 на 5,5. Совмещаю между собой лицевую и изнаночную сторону и буду прошивать. И то же самое сделаю с подкладкой. Единственное, что я в боковой стороне вот этот отрезок прошивать не буду, чтобы осталось отверстие для выворачивания. После того, как я прошила, я разглаживаю швы, потому что мне удобнее, когда они будут разглажены, дальше работать. Что я делаю? Я совмещаю боковой и нижний шов, скалываю так, чтобы у меня это все дело держалось. Но сначала прищепочками, а потом уже булавками. Прищепки снимаю, чтобы можно было прочертить линию, по которой я буду шить. Вот так вот, с таким достаточно большим припуском прошиваю. Видите, и с другой стороны уголок точно так же сделала. Все прошила, можно вывернуть и посмотреть, что получилось. Ну, в принципе, этот момент во всех сумках часто бывает, поэтому наверняка вы это все видели. Вот дно сделано, дно готово. Теперь мне нужно шлевочки под ремень, потому что эта сумка у меня будет без ручек, но на ремне. Если вы делаете с ручками и любите ручки, то как раз самое время в этот момент вместе со шлевочками с этими пришить и ручки. И когда вы делаете вот эти шлевочки, в них вставить, если вы пользуетесь полукольцами, то полукольца, прежде чем их пришивать. У меня вот такие разъемные кольца, поэтому я ничего туда не вставляю.
обхожусь. Дальше вкладываю сумку в подкладку лицом к лицу. Совмещаю боковые швы у сумки и у подкладки. Я скрепляю прищепками, но если нет прищепок, подойдут булавки французские с такой с бусинкой на конце. Девочки, вот здесь тоже мне очень пригодилось то, что я швы разгладила. Все красиво, ровно. И даже вот этот кусочек не разглаженный я подглаживаю, потому что мне лишних утолщений в швах не нужно. И так джинсовая ткань очень плотная, поэтому я не хочу, чтобы там у меня были утолщения. После того, как все сколола, прошиваю и через отверстие для выворачивания вытаскиваю свою сумку. После этого обычной прямой строчкой надо зашить вот это отверстие для выворачивания, что я и сделала. И теперь уже складываю подкладку внутрь сумки. Для того, чтобы хорошо все это лежало, мне нужно все хорошенько отгладить, отутюжить, чтобы подкладка не высовывалась. И после того, как все прогладила, прошиваю по окружности всю сумку. Девочки, вот в трудных местах, там, где толстый очень шов получается, я пользуюсь вот этим устройством, приспособлением для трудных мест. У меня есть отдельное видео на канале, я оставлю ссылочку в описании, для того, чтобы вы могли получше посмотреть, что это такое. Молнию я буду вшивать только сейчас, уже в последний момент. Вот именно поэтому я сюда вставляла вот этот кусочек, потому что вот этот шов очень толстый. И для того, чтобы мне потом легче было пришивать молнию, чтобы не было вот этого шва толстого в несколько сложений, я вот этот кусочек в центре пришила. Молнию надо брать чуть-чуть подлиннее, сантиметров на 5-6 хотя бы, чем ширина вашей сумки. Я ее обшиваю, вот так взяла 2 кусочка джинсовой ткани, прострочила. Надо срезать вот этот вот пластиковый конец, который твердый. Сначала выворачиваю, потом решила, все-таки надо срезать. Срезаю. Молния толстая, еле срезала. Уголки расправляю. И мне осталось только вот зашить. Вот я уже вручную стала зашивать, чтобы машинку не мучить. Тайным стежком зашила, и все, готово у меня хвостик у молнии. Теперь я сначала решила ее приметать. Вот так вот завернула уголок, но надо было, если честно, заворачивать в другую сторону, в противоположную, в ту, которая будет к сумке лицом. А я неправильно завернула. Избегайте моих ошибок. Я сначала одну сторону вот так вот приметала, ну, оставила маленький, там тоже сантиметра 3-4 можно оставить в конце, не пришивать. Пришила эту сторону, пристрочила, и вторую сторону уже я просто прищепками прикрепила, и можно ее будет пристрочить. Все у меня готово. Хвостик этот я потом в результате спрятала внутрь. Мне больше так понравилось. Ремень у меня покупной, я купила на маркетплейсе. И в последний момент опять я уже решила, что мне надо украсить вот этот центральный шов. У меня такие стразы, которые при нагревании утюгом приклеиваются. Девочки, ну это же творческий процесс, поэтому мне вот в последний момент, я когда увидела, что получилось, мне показалось, что вот середина как-то пустовата. А вы, если будете делать, вы можете это делать еще до того, как сшивать все будете сумку. Каким-то образом это дело все украсить. Вот у меня молнию я внутрь этот хвостик засунула. Ну, в принципе, он и там нормально. Все хорошо у меня застегивается. Сумка получилась вот то, что я хотела. Я прямо о такой мечтала, чтобы можно было все туда сложить в дорогу, взять с собой. И при этом она была симпатичная, и прочная, и крепкая, и карманы вот эти вот. Когда что-то надо засунуть, там, я не знаю, билет какой-то, какую-то мелочь кинуть в карман, чтобы не открывать сумку, не доставать кошелек. У меня этих карманов вот 2 сзади, 1 спереди. Это очень удобно, когда в дорогу. Конечно, они не закрываются, но вот на моем опыте у меня ничего из карманов из таких не выпадает. Если вверх ногами сумку не переворачивать, но я и не переворачиваю вверх ногами. Мне очень нравится и то, что получилось, и это как раз то, что мне нужно. Потому что я иногда уезжаю к родне в другой город на 2-3 дня, и мне вот такая сумка нужна. Если вам тоже нравится то, что получилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.